она производит симптомы. Понятно или нет? Понятно. It produces symptoms. I will explain. Значит, какая-то причина вызывает нарушение, нарушает действие витальной силы. И происходит вот это вот первичное действие. Значит, витальная сила начинает реагировать на нарушение, которое производится в теле. Она начинает выравнивать ситуацию. В результате выравнивания этой ситуации она производит вот это вот вторичное действие. Вторичное действие является симптомом. То есть, к примеру, у нас какие-то там нервные расстройства из-за что-то в нашей жизни, стресс, да, это нервное расстройство. Нервное расстройство вызывается у нас проявляется сыпью. Значит, сыпь у нас является вторичным действием. Нервное расстройство у нас первичное действие. Причина первичного действия. Причина это стресс. Выше. Первичное действие это причина сама. Is the primary action a cause? No. Real cause of Yes, primary action. Primary action is the effect of the disturbing factor. Первичное действие это нарушающий фактор на более высоком уровне. Да. Когда появляется нарушающий фактор, появляется вот это первичное действие. То есть нервное состояние это первичное действие. Нервное состояние пытается исправить витальная сила и дает вам симптом в виде сыпи, как вторичное действие. Say for example, например, if you take a quantity of opium. К примеру, вы выпили опиума. So this opium produces its primary action. Опиум начинает производить первичное действие. So that primary action is to induce. И, значит, первичное действие это то, что вы начинаете засыпать. So when you take opium, then you get drowsy and sleepy because of the primary action. Значит, когда вы приняли опиум, вы начинаете быть сонным, и это первичное действие. So this primary action stays for a short time. Значит, первичное действие длится короткое время. And then our vital force starts its effort to eliminate this. Значит, затем наша витальная сила начинает исправлять эту ситуацию. Then it produces secondary action more strongly. И начинает производить вторичное действие, которое является более сильным, чем первичное действие. And the result of this secondary action is that the person gets again strong insomnia. И результатом вторичного действия является то, что вот этот человек зарабатывает себе очень сильную бессонницу. That means it has produced stronger effect than the first primary effect to eliminate this. Это означает, что витальная сила производит более сильный эффект для того, чтобы нейтрализовать первичное действие. Similarly, when you take some poison, также, если вы приняли какой-то яд, so this poison immediately starts its primary action. Значит, яд сразу начинает свое первичное действие. And within a short time, the vital force starts a strong secondary action. И через короткое время наша витальная сила начинает очень сильное вторичное действие. Then it produces symptoms like pain or nausea or vomiting or fever and all these things. И значит, это все проявляется как боль, рвота, тошнота, боль в желудке и прочие вещи, температура. So this is according to the natural phenomenon, because the vital force acts according to the natural laws. Это все в соответствии с естественным феноменом, поскольку наша витальная сила действует в соответствии с законами природы. It is the defense mechanism. Это защитный механизм.
So homeopathy says that if you make an opposite effort against this secondary action of vital force, that you are not helping the vital force, but you are acting opposite to the vital force. Then what happens? You are decreasing the strength of the vital force and increasing the strength of the factor, disease factor. Значит, ну что говорит нам наука гомеопатии? Когда вы начинаете атаковать как бы, ну вот, вторичные действия, вы перестаете действовать в соответствии с законами природы, поскольку вы начинаете как бы атаковать витальную силу, которая пыталась ну, вот, прийти в равновесие. И, Лисан, слушай, помоги, там я концовку забыла. Ты не дослушала. И вы действуете против природы таким образом. Таким образом. Это сказала. Да, все сказала, хорошо. In Russian it is shorter than in English. А вы начинаете разрушать организм таким образом. The same thing also in Telugu. When we translate in Telugu, it may be shorter. Нарушаете действие природных механизмов. So therefore, any effort, what we have to make an effort in the direction in which the vital force is acting. Поэтому, когда мы ну, вот, пытаемся сделать какие-то попытки, чтобы исправить ситуацию, мы должны действовать совместно ну, в том направлении, в котором действует витальная сила. There are two types of efforts. One is an opposite effort and another is a similar effort in the same direction. Есть два варианта действия. Одно действие это ну, вот, направленное против витальной силы. Нет, против, да. Нет, не против витальной силы, против действия. Ну, против вторичного действия, против да. симптома. Против симптома. А второе это то действие, которое как бы действует в направлении. Say for example, when you are driving in the car and you have another person and then the car stopped suddenly and then you started to start the engine to ignite it, it is not igniting. So, к примеру, вы значит, едете на машине, машина вдруг вместе с другом, машина вдруг остановилась, и вы делаете попытки завести мотор. Then you and your friend you started to push the car. И вы с другом начинаете толкать машину. But you felt this heavy and you asked the help of another person. Но вы чувствуете, что это достаточно тяжело, и вы зовете на помощь других людей. And then you and your friend are pushing the car from backside to front. И вы и ваш друг начинаете толкать вашу машину с как куда? Вперед назад. And the other person started to push from front to back. Вы начинаете толкать машину вперед, а вот те друзья, которых вы позвали, они начинают толкать машину в обратном направлении. So when you are pushing the car from both sides, what can you do? И когда вы начинаете толкать машину как бы по направлению друг к другу, одни с одной стороны, другие с другой, что мы имеем? You have to push the other persons also push in the same direction to help you, so that you can take the car to some extent. But if they push from opposite side, you push from this side, so you may push for any long time, you cannot do anything, it will be there only. Когда, например, все помощники толкают машину в одном направлении, вы сможете там дотолкать машину до какого-то нужного вам места, а когда вы машину толкаете в одном направлении, ваши помощники в противоположном, то вы ничего не добьетесь. That is what we are doing by all the normal type of applications. When there is pain, you give the painkiller. The pain is produced in certain direction by the vital force. And you are using the painkiller, it is in the opposite direction. So how can you cure? Это то же самое, что там происходит с вами каждый день. У вас появилась боль, боль показывает направление витальной силы в определенном направлении. А вы что делаете? Вы принимаете обезболивающее. Таким образом вы прекращаете действие витальной силы. So you can temporarily make the patient feel comfortable because the pain disappeared, but you have no solution, again it is appearing.
Временно, конечно, вы облегчите жизнь человеку, поскольку на какой-то период боль исчезнет. Однако через время она снова появляется. So Hanuman has proved that in nature also you can observe these two types of phenomena. Гануман. Ганиман. Гануман. Ганиман. Ганиман. Yeah. Я слышится... It's not Гануман. No. Мне слышится Хануман. Это основоположник гомеопатии. Да, значит, Александр, теперь это переводи, потому что... It is А я Hanuman. еще не начал. Ну, So, это то, the о чем founder of говорил homeopathy. основатель гомеопатии. Ананта Кришна, can you repeat, please? What Hanuman has explained is that in nature you can observe these two types of applications. Значит, You can experience them. Гануман сказал, что в природе вы можете увидеть два типа, ну, такого применения. Because he says that always you will find solution when you observe and follow the nature. И он говорил также, что вы всегда найдете решение, если будете наблюдать за природой, исследовать ей. So the type of applying a similar effect in the same direction of the vital force, Значит, ну как бы применение каких-то действий в таком же, в направлении действия витальной силы, that is what is called homeopathic application. это то, что называется ну, гомеопатическое применение. Маркер не пишет. Не пишет? Вообще не тяжело. А Я есть списался, может, уже. Может, другой взять? Yeah, it is right. It's okay. So applying a similar effort, and for example, when you happen to go into hot sun, Например, когда вы выходите на жару, на горячее солнце, it is very hot, and you happen to go in hot, then you feel thirsty and you feel очень жарко, вы чувствуете, что вы потный, пить хотите. Then generally what you do after coming back, then you feel like having a cool water, a cool drink. Ну и вы домой приходите, и что обычно делаете, вы пьете что-нибудь холодненькое. And taking a shower with cool water. И идете в душ и обливаетесь холодной водой. So you feel very comfortable immediately. И вы тотчас же чувствуете себя очень хорошо. And sit in a place with air conditioning with much cool breeze. И сидите в помещении с кондиционером, где, ну, в прохладном помещении с кондиционером. But after a short time, Но в короткое время you feel much more discomfort. Вам становится очень некомфортно. Because your body is making one type of effort and you made an opposite effort. Потому что тело ваше производило как бы одно действие в одном направлении, а вы начали воздействовать на него в противоположном. Your body made a secondary action against the heat of the sun. Ваше тело произвело вторичное действие на ну, вот жару, которая исходит от солнца. That is why it has produced sweat and it has
produce the heart feeling and all this. Поэтому оно как бы начало производить пот и ощущение жара в теле. So, if you take very cool drink immediately, if you take cool shower, or if you enter into an air conditioning room directly when it is coming from very hot sun, then it is a shock because it is an opposite effect, and then you will definitely break down. Значит, That is what is called. Значит, ваше тело производило вот все вот это вторичное действие как реакция на жару. Это пот и жар в теле. А вы выпили холодный напиток, облились холодной водой и зашли в кондиционированное помещение. Для тела это будет шоком, поскольку и как бы это точно приведет к плохим последствиям, поскольку тело производило одни действия, а вы как бы произвели противоположные. So that then you will be affected by what is called sunstroke. И это солнечный удар. Да. И Тогда у вас будет в итоге у вас будет солнечный удар. That will be very dangerous Это because очень опасно. sometimes it may thrash your heart or sometimes your brain, it may break down anywhere. Это очень опасно, поскольку это может поразить ваше сердце, ваш мозг, в общем, любую часть тела. That type of application of opposites is called antipathy. Такой тип применения, как я описал, применение противоположных методов, это называется антипатическое применение. The other type of application in this situation is в данной ситуации другим, применение. Применение это не очень хорошее слово, да, или как-то надо. Другим типом действий. Действия, наверное. Other application is applying similars. Применение подобного. Similar effect. Значит, основано на подобном эффекте. For example, you instead of taking a cool drink, you have a cup of warm tea or warm drink. Вместо холодного напитка вам надо было выпить чашку теплой воды, либо напитка. Then you may get more transpiration. Тогда, значит, у вас бы усилилось потоотделение. Then if you feel like taking a shower, then take a shower with not cool but moderately, just little warm. И, значит, душ вам надо было принимать не холодный, а такой тепленький. And don't enter into the air conditioned room, just you be in a place where it is not directly in the sun, but not air conditioned, normal temperature. И там не надо после всего этого заходить в комнату с кондиционером, просто будьте в таком месте, где нет солнца, а просто как обычная нормальная температура. So, in the beginning, immediately you feel discomfort, but afterwards you are very comfortable because you will never get sunstroke. Сначала, после всего этого, конечно, будет какой-то дискомфорт, но через время вы себя почувствуете нормально. Но итогом всего этого будет то, что солнечного удара вы не получите. Because you have produced an effect which is similar to the effect what he got from the sun. Потому что вы действовали в соответствии с тем эффектом, который был получен вами, когда вы под солнцем находились. So then he is not at all in danger. И с этого момента вы уже в безопасности. So this same principle is adapted in the homeopathic science. Этот же принцип применяется в гомеопатической науке. That means the application of similars. Это значит применение подобного. Лечение подобного подобного. So what Hahnemann has proved is То, что доказал Ганеман, это that you can produce
a similar effect, because there is a disease condition in the patient already. Ну, у пациента существует постоянное или болезненное состояние. You can produce an artificial disease. Вы можете создать так называемую искусственную болезнь. With complete similarity. С полной подобностью вот тому болезненному состоянию, в котором находится пациент. And by producing an artificial disease, then you can eliminate the effect of the original disease. И, значит, создавая в организме вот эту как бы маленькую искусственную болезнь, эффект от этой маленькой болезни, он исключит ту большую болезнь, которой страдает человек. So after a little break, then I explain how can you produce an artificial disease. После перерыва я объясню, как вы можете создавать эту маленькую искусственную болезнь. Она не маленькая, она просто искусственная.